Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов, посвященных обзору масштабных моделей американских сидельных тягачей в масштабе 1 к 64 от производителя NeoScale Models. В сегодняшнем видео хочу вам показать довольно миниатюрный сидельный тягач в двухосном исполнении GMC 950, который копирует прототип 1954 года. Эта масштабная модель уже снята с производства, хотя при желании ее можно встретить в открытой продаже во многих интернет-магазинах. Ее рекомендованная розничная цена, когда она была в новинку, равнялась 79 евро 95 центов, но сейчас эту модель можно встретить в продаже значительно дешевле. И если посмотреть на ассортимент NeoScale Models, то у них довольно много грузовиков в 64 масштабе, порядка 40 единиц. Это различные американские траки. Я большой поклонник данной техники, поэтому собрал всю коллекцию от этого производителя, плюс автомобили, которые не пошли в серийное производство. На них, я думаю, сделаю отдельную рубрику на канале. И если посмотреть на GMC 950, то он также предлагался в масштабе 1 к 43 производителем XO Models. Модель у меня тоже есть в коллекции, я ее сегодня приготовил для сравнительного видеообзора. Мы ее сравним с этим GMC 950 от Neo. И несмотря на то, что это одинаковые модели, у них очень много визуальных отличий. Возможно, какая-то переходная модель представлена производителем XO Models, потому что я посмотрел, у грузовиков очень много различных мелких деталей, которые сразу бросаются в глаза, если поставить две модели рядом. И вы в комментариях можете написать, а какие грузовики собираете вы. Возможно, тоже у вас есть американские траки, было бы интересно узнать, что это за автомобили. Возможно, вы собираете отечественную технику. Тоже можете написать в комментариях, что это за грузовики. Возможно, это производитель Автоистория, StartScale Models, или вы собираете самостоятельно модели из наборов AVD Models. Тоже будет интересно услышать ваше мнение по поводу новых наборов, которые поступают в открытую продажу. У меня, к сожалению, сейчас нет возможности приобретать российские модели, поэтому я ограничиваюсь только иностранными и зарубежными аналогами. Давайте не будем медлить, распакуем коробочку, посмотрим на этот замечательный грузовичок поближе. Здесь модель поставляется в обычной упаковке, традиционной для NeoScale Models, картонка голубого цвета. На нижней стороне упаковки есть различная информация, с которой вы можете ознакомиться. Также присутствует наклейка с указанием прототипа GMC C950, пушечное ядро Daycap, цвет темно-синий с белым и указан масштаб 1 к 64. Cannonball переводится как пушечное ядро. Не знаю, почему так назвали грузовик. Возможно, кто-то из вас знает историю создания этого грузовика. Тоже можете в комментариях написать, откуда взялось такое название. Очень симпатичный окрас. Как видите, модель покрашена очень аккуратно. Нету пятен клея. Также все детали ровно установлены в свои посадочные места. Это радует. Довольно необычный дизайн грузовика. И это, пожалуй, самый маленький сидельный тягач у Neo в масштабе 1 к 64. И несмотря на это, у него довольно большая упаковка. Помните, я вам показывал еще один GMC, тоже с дневной кабиной, и та модель паковалась в обычную коробку для легковых автомобилей, а здесь взяли коробочку для грузовичков. Это тоже радует. Потому что если вы модели храните в коробках и хотите их поставить как витрину, то тогда одинаковые коробки лучше смотрятся, чем когда они в разнобой. Здесь интерьер черного цвета, из-за этого его сложно рассмотреть. Отдельные дверные ручки, отдельные зеркала заднего вида, на крыше присутствуют клаксоны, также габаритные огни, очень ажурно изготовлены стеклоочистители из фототравления. Также симпатично смотрится облицовка радиатора, сквозные отверстия. Вполне симпатичные фары, издалека они выглядят очень реалистично, на мой взгляд. Хотя сами линзы здесь мутноваты, это визитная карточка всех моделей от NeoScale Models. Установили регистрационный номерной знак спереди и сзади. И задние фонари здесь почему-то обозначили просто краской, хотя могли сделать их тоже в виде прозрачных элементов. Рабочее седло. Также присутствуют перекидки на задней стенке кабины и вполне симпатичные покрышки. Покрышки у грузовиков от NeoScale Models, как я посмотрел, идентичные на всех моделях. Не хватает, конечно, боковой маркировки на покрышках. И вполне хороший колесный диск. Окрашены в два цвета, центр темно-синий, обод белый. То же самое с задним колесом.
И рама у этого грузовика сделана из металла, кабина сделана из полимера. Давайте перейдем к модели от IXO Models. И также покажу вам до этого модель от Neo Mack B61T. Тоже довольно миниатюрный грузовичок, но он по размерам чуть больше, чем GMC 950. И кто не видел обзор на этот грузовик, можете посмотреть на него в этом видеоролике. Тоже довольно симпатичный грузовичок в ярко-желтом окрасе. Я вам уже показывал еще один Mack B61, только в трехосном исполнении с дневной кабиной. И у меня также есть такой грузовик, по-моему, в трехосном исполнении с кабиной со спальным отсеком. Я тоже покажу эту модель уже в другом видеоролике. И давайте покажу модель от IXO Models, которая, кстати, стоила относительно недорого. Я ее взял в коллекцию, по-моему, за 32 евро, если мне не изменяет память. Это вполне хорошая цена за такой грузовик в 43-м масштабе. И не стоит забывать, что помимо IXO в 43-м масштабе такой GMC больше никто не выпускает. И помимо Neo в 64-м масштабе такой грузовик тоже больше никто не предлагает. Дизайн очень похож, но все же грузовики отличаются. Мне показалось, что у этой модели трещина на лобовом стекле, а это оказывается просто кронштейн для зеркала заднего вида. И пока что у IXO такой грузовик предлагается в одном варианте окраски. И у них была модель, выходившая в рамках журнальной серии. Там грузовик был бежевого цвета, и у него был полуприцеп для перевозки автомобилей. И как раз если сравнить два грузовика, вы можете посмотреть, что у них очень много визуальных отличий. И первое, что бросается в глаза, это форма передних крыльев. У модели от IXO они более надутые, если можно так выразиться. Также отличаются ступеньки. У модели от Neo ступеньки прикреплены к раме, а у IXO они находятся на крыльях. Отличаются топливные баки. Также отличается форма колесных дисков. У модели от IXO 5 сквозных отверстий, у модели от Neo их 6. И также отличается разболтовка. У IXO 5 болтов, у модели от Neo их значительно больше. Также отличается расположение зеркал заднего вида. У IXO отсутствует вертикальная выхлопная система. Труба находится снизу. А у модели от Neo она за стенкой кабины. Далее у модели от IXO присутствует площадка из пластика, у модели от Neo ее нету. Также отличается форма задних фонарей. У Neo они круглые, у IXO они прямоугольные, плюс круглые катафоты. И также на крыше у модели от IXO 2 габаритных огня, у модели от Neo еще присутствует 3 огонька посередине. Покрышки по дизайну очень похожи у двух автомобилей. Можно еще раз посмотреть на модель от IXO и затем на модель от Neo. И в принципе у моделей очень много отличий для того, чтобы иметь обе модели на своей полке. Если вы собираете в общем американские сидельные тягачи и для вас не важен масштаб. А если, конечно, вы собираете модели только в 43-м масштабе или в масштабе 1 к 64, то придется ограничиться одним из производителей.
Но у меня это отдельное направление в коллекции. Я уже неоднократно говорил, что именно начал собирать модели в 64-м масштабе, посвященные американским сидельным тягачам. И стараюсь эту тематику потихоньку продолжать. На очереди модели от DCP, но опять же пока что проблема с их доставкой. Их продают только на территории Соединенных Штатов, и там очень дорогая доставка плюс растаможка. И конечная сумма за модель может достигать $300. Это, я считаю, довольно много за такой грузовик, несмотря на то, что больше никто в 64-м масштабе их не выпускает, помимо DCP. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу данного сидельного тягача. Понравился ли вам данный GMC 950 Cannonball 54 года? Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. И можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.